Всем привет! В эфире Панцер-Апостол, и сегодняшняя проповедь будет про танки серии БТ и то, как они стали предтечей легендарных Т-34. В конце 30-х годов 20 века одним из лучших легких танков в мире считался советский быстроходный танк БТ-7. А все потому, что он был не только вооружен достаточно мощной по тем временам пушкой калибра 45 мм, но и мог передвигаться как на гусеницах по пересеченной местности, так и совершать стремительные марш-броски по шоссе на сотни километров. При этом его скорость на гусеницах составляла внушительные по тем временам 60 км в час. На колесах же БТ-7 мог разгоняться до 86 км в час. При движении без гусениц ведущими колесами являлись два задних опорных катка, а передние катки были управляемыми, как колеса у автомобиля. Для управления ими у механика-водителя имелся съемный руль. Придумал такую ходовую часть в начале 1920-х годов американский изобретатель Уолтер Кристи. Впрочем, ни в Америке, ни в Европе она никого не заинтересовала. А вот наши танкисты оценили возможность колесно-гусеничных танков применительно к огромным просторам страны. Поэтому в 1930 году у Кристи были куплены два танка без башни и вся техническая документация. А 7 ноября 1931 года уже первые три серийные машины, построенные в нашей стране и получившие обозначение БТ-2. Они были показаны на военном параде на Красной площади. Эти танки оснащались пока еще американскими двигателями Liberty мощностью 400 лошадиных сил и могли развивать 50 км в час на гусеницах и 70 км в час на колесах. Первые танки были еще очень слабыми. В их маленькой башне устанавливалась пушка калибра 37 мм и один пулемет, а броня имела толщину всего 13 мм. Впрочем, это было вполне неплохо для легкого танка. Тем не менее, советские конструкторы взялись за совершенствование этой боевой машины. В 1933 году появился танк БТ-5 с отечественным двигателем М5 той же мощности, усиленными деталями ходовой части и новой башней с 45 мм пушкой. Правда, танкисты хотели иметь и броню потолще, и двигатель помощнее. В 1935 году на смену БТ-5 пришел танк БТ-7. На него поставили уже 500-сильный двигатель М17 и увеличили толщину лобовой брони сначала до 20, а затем и до 22 мм. При этом изменили форму корпуса и значительно увеличили запас топлива. При этом корпус танка стал не клепанным из отдельных бронелистов, а сварным, что резко повысило его прочность. Первые танки БТ-7 выпускались со старой цилиндрической башней от БТ-5, но вскоре ее заменили конической башней с гораздо лучшей бронестойкостью. Это обеспечивалось не только более толстой броней, но и за счет наклона бронелистов. А вскоре танк БТ-7 еще более преобразился. До этого времени все танковые двигатели и Liberty, и М5, и М17 представляли собой варианты авиационных моторов. Работали они на бензине, а поэтому были достаточно прожорливыми и пожароопасными. И вот, в 1939 году БТ-7 получил новейший дизельный двигатель В2. Этот танковый мотор был куда более экономичным, не столь пожароопасным и выдавал очень большой крутящий момент. Точно такой же двигатель в годы войны ставили на тяжелые танки КВ и на легендарные Т-34. Новый танк получил обозначение БТ-7М, и хотя его вес возрос на целую тонну по сравнению с обычными БТ-7, все характеристики значительно улучшились. И если В2 легко тянул 30-тонную 34-ку, то вдвое более легкий танк БТ-7 с этим двигателем просто летал. При этом дальность хода благодаря экономичному дизелю выросла до внушительных 600 км на гусеницах и 700 км на колесах. В небольшом количестве эти танки выпускались и с усиленным вооружением. На них ставили пушку калибра 76 мм. Они получили обозначение БТ-7А артиллерийский. В конце 30-х годов танки БТ-7 наряду с легкими Т-26 были основными боевыми машинами в бронетанковых частях Красной Армии. Они отлично проявили себя летом 1939 года в боях против японцев на Халхин-Голе. Для своего времени БТ-7 был выдающимся танком, не имевшим равных в мире по скоростным и маневренным качествам. И лишь к началу Великой Отечественной войны БТ-7 стал считаться устаревшим. И это неудивительно, ведь он создавался под требования конца 20-х годов, начала 30-х, и обладал всего лишь противопульной защитой, да и проходимость потяжелевшего БТ-7М на колесах оставляла желать лучшего. Производство танков БТ было прекращено в 1940 году. Всего было выпущено 8000 танков этого типа. Естественно,
Наши конструкторы, видя все недостатки танков типа БТ, еще в 1937 году приступили к созданию более мощных машин. И отправной точкой для этого послужил именно БТ-7. Многие идеи, заложенные в танках БТ, нашли своего воплощения на совершенно новом уровне, сначала в проекте колесно-гусеничного танка А-20, а потом в танке А-32. И, наконец, воплотились в реальность в легендарной 34-ке. Тем не менее, танки БТ-7 активно участвовали в боевых действиях начального периода войны и прослужили в Красной армии вплоть до 1945 года, приняв участие в разгроме японской квантовской армии. Интересно, что англичане вспомнили о шасси Кристи лишь после того, как в 1936 году увидели на учениях наши БТ-5. Срочно купив у Кристи лицензию на производство его шасси, они лишь в 1939 году сумели начать поставки войска танка, получившего обозначение АД-13. Причем выпускали англичане этот танк только в гусеничном варианте. Однако эти боевые машины оказались очень слабыми и ненадежными, а поэтому не оставили заметного следа в истории.